Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, можно ли стричься в воскресенье, как это влияет на нашу жизнь, а также как с помощью стрижки волос, какие дни, если вы будете правильно стричь, вы действительно сможете привлечь удачу, благополучие, изобилие и достаток в вашу жизнь. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, будет очень много полезной, важной и нужной информации. Вы знаете, воскресенье – это особенный день во всех смыслах. И в народных традициях, поверьях очень глубоко сидит убеждение, что нельзя стричь волосы и ногти в этот день. Но многие девушки все-таки в нашем современном мире все-таки рассчитывают время так, чтобы записаться к парикмахеру в любой день, кроме воскресенья. Давайте для начала проговорим, когда же лучше пойти к парикмахеру для того, чтобы сделать стрижку. Давайте начнем с понедельника. Вы знаете, когда вы идете на стрижку в понедельник, по народным приметам, то считается, что понедельник принесет вам обновление. И считается, что если в понедельник вы будете состригать лишние локоны, то придет удача и позитивное настроение. При этом вы даже можете буквально обновить свою прическу, и это также принесет изменения в вашу жизнь. Далее вторник, и вы знаете, именно вторник способствует восстановлению сил организма и даже способен пресечь черную полосу в жизни, если такова имеется в вашей жизни. Поэтому вы можете пойти в вторник к своему парикмахеру. А вот в среду именно этот день поможет вам запомнить много информации, а также установить полезные деловые и повседневные отношения. Что же четверга, то четверг сам по себе это денежный день, и этот день сулит популярность и увеличение благосостояния. А вот пятница, друзья, это, наверное, большой подарок для тех людей, кто готов меняться внешне, потому что именно в этот день люди кардинально меняют свой стиль. Но перед тем, как идти к парикмахеру в пятницу, обязательно продумайте до мелочей, что вы хотите изменить, потому что, придя к парикмахеру и не понимая самим, что вы хотите осуществить, что вы хотите сделать, знаете, возможно, ни к чему хорошему это не приведет. Вы знаете, если вы хотите посетить парикмахера в субботу, то таким образом вы можете снять определенные кармические долги. Также в этот день, когда вы ходите к парикмахеру, и парикмахер вам состригает ваши волосы, вы развиваете терпение и выявляете в себе скрытые способности. И, конечно же, в воскресенье. Знаете, кто решил поменять прическу в этот день недели, то, к сожалению, приходится переживать относительно ускользающей из рук удачи, пришедшего в жизнь негатива. Давайте поговорим о том же, в какой же день недели лучше всего стричься, для того, чтобы привлекать удачу, изобилие и благополучие в вашу жизнь. Запомните, что тем, кто родились во вторник, среду и воскресенье, лучше вообще избегать понедельников и наоборот. А вот те, кто родился в понедельник, ни в коем случае не должны посещать парикмахера во вторник. Каждый из нас родился под определенной звездой и в одной из фаз Луны. Конечно же, кто-то сейчас спросит, ну как же я был тогда маленький, и как я могу узнать о том, если мы о знаком зодиака понимаем, да, то какая фаза Луны была, неизвестно. Вы знаете, сейчас в интернете очень много лунных календарей. Да, разные программисты, они по-разному пишут, и есть, конечно, неточности. Но если вы залезете и посмотрите свой год, месяц, день, то обязательно вы выявите какие-то определенные тенденции, и вы поймете же, в таком случае, действительно, можно ли вам стричься и как это будет влиять именно на вас.
Давайте теперь, друзья, уделим внимание народным приметам и узнаем, можно ли стричься в воскресенье. Вы знаете, православие не рекомендует, но и не запрещает стрижку в главный выходной день. А вот народные приметы, которые не связаны с религией, более категоричны. Дело в том, что в Древней Руси к волосам относились с особым почтением. Считалось, что женщине просто неприлично было появиться в обществе с распущенными волосами, а еще лучше спрятать их под головным убором. Обратите внимание на наших бабушек и прабабушек. Вы никогда их не увидите с распущенными волосами. Они всегда аккуратненько собраны и спрятаны под платком. Состриженные пряди обязательно сжигали наши предки. Иногда так поступали и с выпадающими во время расчесывания волосами. Также обращаем ваше внимание, что седьмой день недели в далекие времена не считался самым праздничным и радостным днем. По верованиям наших предков, именно в воскресенье активизировались ведьмы и колдуны. И в этот день нельзя было стричь волосы и ногти, а тем более позволять это делать кому-то потустороннему. И вы знаете, что после того, как прошло крещение Руси, эти все традиции, приметы переплелись с православными. И даже до наших дней дошла одна пословица, которой мы все помним, что в воскресенье волосы стричь, ум и память отстричь. Стоит отметить, что все-таки мы не рекомендуем менять прическу именно в выходные, потому что стрижка в этот день недели может отвернуть от вас удачу и, к сожалению, изменить вашу судьбу. Обращаем на это ваше особое внимание. Давайте теперь уделим внимание лунному календарю и посмотрим, в какие дни все-таки можно стричь, а в какие нельзя. Потому что многие современные женщины все-таки предпочитают заглядывать в лунный календарь, прежде чем стричь волосы. И, конечно же, они делают правильно, потому что фаза Луны очень сильно влияет на нас. Поэтому, когда вы принимаете решение, всегда смотрите в лунный календарь. Но есть одна ремарочка, пожалуйста, когда вы открываете лунный календарь в интернете, в телефоне, скачивая приложение, просмотрите, чтобы в основной массе информации были как минимум дни похожи, потому что бывают ошибки или привязаны к какому-то определенному времени, например, к американскому. Да, у нас достаточно большая разница, почти что в одни сутки. Соответственно, уже несоответствие. Обращайте на это особое внимание. Что же касательно полнолуния, то менять прическу следует тем, кто хочет обрести именно блестящие и шелковистые волосы. Также обращаем ваше внимание, что благоприятным временем и для стрижки волос является растущая луна. Поэтому, если вы планируете посетить парикмахера в этот период, волосы станут быстрее расти. И вы знаете, мы не рекомендуем стричь на убывающей луне, потому что вы таким образом относитесь пренебрежительно к данной рекомендации, и ваши волосы станут отрастать очень медленно, возможно, у кого-то начнут болеть. Но если вы стрижете волосы на убывающей луне и вы хотите сохранить форму новой стрижки как можно дольше, то убывающая луна к вам подойдет. При этом волосы могут изменить и некоторые свойства, стать более, например, послушными. Существует еще одно правило, которое говорит нам о том, когда можно и нельзя стричься в воскресенье. И в лунном календаре есть несколько неблагоприятных для изменения прически дней. Это так называемые сатанинские дни. Итак, это следующие лунные дни. Запишите или, друзья, запомните. 9, 15, 23 и 29 лунные сутки. В эти дни стричься не рекомендуем. Также, конечно же, многие скажут, но вы говорите о народных приметах, вы говорите о лунном календаре, вы говорите, есть ведический календарь, на что нам опираться.
Знаете, это вы сами для себя должны решить, почему именно это так. Дело в том, что каждый человек внутри согласно своего опыта, знания, сам должен ощущать, понимать и чувствовать, что ему комфортнее и удобнее. Потому что одни считают, что для них народные приметы это превыше всего, и они придерживаются их, выполняют, и у них все прекрасно получается. Начиная от стрижки волос, заканчивая посадкой и обработкой, например, земли, а также осуществлением каких-то определенных событий в их жизни. Другие люди живут по лунному календарю, и вы знаете, в их жизни также все прекрасно получается. Кто-то живет по другому календарю, потому что в нашем мире, если вы откроете и начнете разбираться, очень много различных календарей. И каждый календарь имеет свои нюансы. Каждый календарь рассчитывает по-своему определенные моменты в нашей жизни. Поэтому какой вам выбрать календарь? Народный календарь, лунный, ведический, солнечный и так далее. Это вы должны сами для себя решить. Но мы рекомендуем все-таки использовать лунный календарь, потому что все-таки Луна, и это уже доказано и учеными, она на нас очень сильно действует. И, соответственно, нам нужно быть всегда внимательными и осторожными.